Всем привет! Снова с вами я, Сергей Уколов. Сегодня мы узнаем все о балде, об ее устройстве, о том, как с ней работать, что на ней отрабатывать. Я постараюсь все уместить в один большой ролик, чтобы больше к балде не возвращаться. Ну, по крайней мере, какое-то время. Начнем с самого начала. Балда конструктивно состоит из набора покрышек и железного основания. Почему железного? Все конструкции, которые мы делали из дерева, рано или поздно ломались. Поэтому не поленитесь, закажите, и пусть вам сварят нормальное основание, на которое просто можно легко перевозить с места на место и менять покрышки на более удобные. Покрышки для балды старайтесь брать помягче. Вот тут у меня низкопрофильная резина, жесткая очень. Это не очень хорошо подходит. Я обязательно ее заменю. Все, про конструкцию балды все. Какие есть у балды преимущества явные? Ну, первое, балда это ваш партнер постоянный. Она из зала никуда не уходит, она постоянно здесь находится. Можно в одиночку прийти, с ней позаниматься, и будет полноценная тренировка. Что еще? Следующее преимущество: по балде можно бить железным мячом. Железным мячом можно бить мало по кому. По вашему товарищу сильно не побьешь. По воздуху останавливать это не очень полезно. Железный меч. Балда учит именно разгонять меч и бить им в цель. То есть есть какой-то предмет, по которому можно стучать. Ну и балда не ломается. Как спортивный снаряд, она практически неубиваемая. Мечом резину разрубить трудно. Есть еще балды, которые подвешивают. Они чуть-чуть получше в том плане, что снимают нагрузку. Они не останавливают меч жестко, не пружинят, а немного поглощают за счет раскачки удар. Но у меня что-то пока такой не завелось. Некуда подвешивать. Про недостатки. Ну, первый и главный, балда никуда не двигается. То есть по балде можно именно для фехтовальщика, если вы готовитесь к поединкам, отрабатывать очень ограниченное количество упражнений, чтобы совершенствовать свой удар, свою технику. Но с другой стороны, для бугуртсменов, у которых цели в основном статичные, то есть человека зафиксировали, он стоит, его можно бить сильно. Вот для них балда подходит гораздо лучше. Следующий недостаток, но она резиновая, она пружинит. То есть бить в полную силу по статичной балде, которая довольно жесткая, какие покрышки не бери, ну, это и вредно для суставов, это и мало полезно для вашей техники. Вы не сможете точно так же работать по живому оппоненту. Это прямо на практике проверено. Люди, которые прекрасно бьют балду с огромной скоростью, с огромной силой, они в поединках этого не могут продемонстрировать никак. Это два разных мира, именно фехтовальный поединок и избиение балды. Поэтому не думайте, что если вы будете год бить балду и достигнете в этом совершенства, у вас то же самое получится в поединке. Вообще не получится. Какие я использую методы и рекомендую? Методы отработки на балде. Что с ней вообще лучше всего делать? Ну, как я и говорил, у балды есть недостаток, она статична. Этот недостаток я в тренировках стараюсь максимально компенсировать тем, что двигаюсь сам, заставляю двигаться своих учеников. Потому что, противник двигается, нам тоже надо, даже если он будет стоять на месте. Поэтому отработку в статике мы сводим к минимуму. Но работа в статике все же необходима, потому что, чтобы закрепить работу верхней половины корпуса с руками и с мячом, нам нужно на ноги не отвлекаться. Какой? Вот следует принцип. Мы выбираем какую-нибудь серию, либо даже один удар. Вот мы хотим сегодня отработать серию стандартную: прямой удар в голову, обратный удар в голову и затем прямой удар в ногу. Это такая вот базовая серия, на которую накладывается все остальное. Она самая простая,
По ряду факторов самое эффективное, ну и понятное людям. И дальше делаем вот что. Мы сначала отрабатываем ее в стойке напротив балды. Становимся в стоечку и наколачиваем там определенное количество раз в статике. Потом следующее упражнение. Мы отходим от балды. Просто так, просто идем. Без стойки, без всего. Также к ней возвращаемся. С шагом переходим в стойку. И делаем то же самое. Раз, два, три. Тоже так делаем какое-то время. И третья фаза, самая сложная. Мы произвольно двигаемся. Мы можем двигаться вперед, мы можем двигаться влево-вправо. И я очень прошу своих учеников стараться делать движение ногами, какой-то шаг, на каждое действие руками, на каждый удар. Это довольно сложно, но в конце концов даст хороший эффект. Если при нанесении серий у вас ноги будут все время заряжены, вы будете иметь возможность в любой момент куда-нибудь перейти, сместиться, отпрыгнуть назад. Если вы привыкнете бить именно в статике, без движения ног, то есть вы где-то бегали-бегали, прибежали к противнику, стоя ударили серию и убежали. Это будет гораздо хуже в будущем для вашего мастерства, чем сразу пытаться заставить себя шевелить ножками при ударах мячом. Сейчас мне поможет Илья Иванов. Мы, надеюсь, в следующих роликах с ним какое-нибудь интервью возьмем. Илья – один из 3 сильнейших поединщиков в мире. Там нельзя сказать первый, второй, третий, вот один из 3. Поэтому и техника нанесения ударов у него, как там у любого мастера, отличается. Поэтому заставлять его делать именно так, как делаю я не буду. У него и так классно получается. Он просто продемонстрирует вот эти три этапа освоения техник на балде, ну вот просто в своей манере. Поехали. Хорош, теперь уходим и приходим. Просто спокойненько приходишь, без всяких домиков, просто приди и перейди в стойку с шагом. Ушел. Нет, просто спокойно опускай и уходи. Пришел. И возвращайся. Надо стараться работать чуть более интенсивно. Отошел, пришел, в стоечку, ударил. За правильностью выполнения должен следить тренер. Все, сразу ушел, мгновенно. Удар нанес, сразу назад. И давай попробуем, просто произвольно двигаясь. Вот тебе площадочка. И погнали. Все, прыг назад и сразу вперед. Сразу. И хорош. Илья, спасибо. Ну, ошибки Ильи искать, наверное, не мне, а ему самому. Но на мой вкус, именно с передвижением у него плохо. Он привык, что у него там самые быстрые руки на Диком Западе, и ему особо ничего с дистанции делать не надо. Ему достаточно быстрых рук, он там успевает отбить все, что угодно, быстрого мяча и там дикой природной ловкости. Вот, то есть двигаться особо не надо. Все, с этим покончили. Дальше. Бой с тенью. Это еще сложнее. На начальных этапах новичкам лучше не давать, потому что если делаешь бой с тенью... Почему мы делаем его с балдой, кстати? Боксеры делают по воздуху. Но боксеры имеют возможность остановить кулак там, где им надо. Им не надо особо туда ничего засаживать. Бой с тенью мы тоже можем делать и по воздуху, но балда дает то преимущество, что все-таки можно чуть-чуть докидывать удар, тем самым как бы ощущая касание мишени. Бой с тенью лучше всего стараться делать на полной скорости, именно в режиме там, специальной физической подготовки. То есть какое-то время работаем, какое-то время отдыхаем, какое-то время работаем активно, какое-то отдыхаем. Делать бой с тенью там, по 10 минут смысла, на мой вкус, не имеет. Это именно режим полной выкладки. Допустим, 10 секунд, 15 работы и
10-15 секунд отдыха. Вот так можно поработать, но это всего несколько минут, потому что промежуток отдыха я задал очень маленький. Давай, сейчас Илюха поработает, а мы засечем время. Ну, 3-2 раз. Представь, что она живая. И хочет тебя тоже бить. Серия одна и та же. А, нет, вру. Серия уже другая. Стоп, отдыхаем. Отдыхаем 15 секунд и такую же серию на 15 секунд зарядим. Три, два, один, погнали. Стоп! Ну и отлично. Вот в таком режиме. Режим можно подбирать, исходя из собственных потребностей. Ну, если вы привыкли чуть подольше драться, чуть более спокойно, ну, чуть-чуть более спокойно можно. Ну, кроме того, все это можно делать в доспехах и сами собой замедлитесь. Третий тип работы с балдой – это работа, ну, я назвал ее сидя-сидя, стоя-стоя. Смысл вот в чем. Мы либо на время, либо на количество ударов проделываем следующую работу. Бьем балду непрерывно, сидя на попе, потом бьем балду, сидя на какой-нибудь скамейке, вот мы ящик возьмем, потом бьем балду стоя уже на коленях, и четвертый подход стоя на ногах. Это что нам дает? Когда мы сидим на попе, у нас не могут никак включиться мышцы ниже пояса. Мы не можем доворачиваться ниже поясницы нашей. Когда мы садимся на коробку, то уже чуть больше свободы появляется, смещается вниз наше вращение. Когда мы встаем на коленях, добавляется еще суставы в удар. И когда мы становимся на ноги, мы уже полноценно включаем все тело в удар и в серию. При этом у нас постоянно на протяжении всего упражнения утомляется наши предплечья, плечи, верхний плечевой пояс. И выключается постепенно из работы. И мы включаем новые суставы, и, соответственно, это учит нас больше включать в работу все остальные. Это в теории. Наверное, правда, звучит как бы красиво. Доказать, к сожалению, невозможно эффективность метода. Но мы так долго тренировались, и у нас там многое улучшилось. Именно в силе, в силе удара, можно сказать. Все. Давай ударов 30. Вот как можешь, так и бей. Вниз особо не работаем, когда сидим. Тридцаточку делай, хорош. Хорош, слезай. Второй сидя бьем на скамейке. Погоди, пока. Сложность упражнения можно увеличивать, плюс ко всему, увеличением дистанции до балды. Если вы сядете совсем впритык, бить будут легко, переводы будут короткими. Если вы сядете подальше, вам придется чуть-чуть тянуться на полную дистанцию. Вот. Только не ставьте так далеко, чтобы приходилось еще и корпусом тянуться. Вот максимальное выпрямление руки, которое должно быть у вас в ударе. Напоминаю. Все, погнали, 30 ударов. Есть? Есть. Становимся на колени, бьем. Третий подходик. Лупим.
прекрасно. И слезай. Четвертый подход. Обычно где-то по 100 ударов хватает на каждую серию. Вот этого сидя, стоя, стоя. Всего в сумме 400 ударов, чтобы нормально поработать. Давай 30-очку ударь. Просто становимся в стоечку, и можно иногда стойку менять. Отлично, Илюх, спасибо. Мы забыли дать Илье щит, но в целом не вредно будет, если что-то будет в левой руке, и вы на каждый удар будете это что-то стараться поднимать. Об этом мы говорили в ролике про работу со щитом во время серии. В целом я показал все, что мы с балдой делаем. Новичкам разумно давать бить по балде какой-нибудь мягкой палкой. Пока еще мышцы не укреплены, вот эта вот отдача, которую дает резиновая покрышка, лучше пусть будет дополнительное смягчение. Но и опытным фехтовальщикам тоже злоупотреблять с работой именно стальным клинком по балде не следует. Это травмоопасно, это закладывает неправильные двигательные стереотипы. Ну, при серии у вас меч все время от балды отскакивает. От человека живого или от щита, или от доспеха он не отскакивает. Поэтому серию наносите совершенно с другой динамикой вживую. Плюс этот человек еще куда-то двигается, какие-то защиты подставляет. То есть вот так не получится. Если ставишь неумелую девочку бить балду, ее техника не сильно отличается от техники Ильи, который сверхбоец. Она со временем, через дар несколько раз начинает бить ее вполне уверенно. Но она ничего из этого, еще раз повторюсь, в поединке показать никогда не сможет. Поэтому отрабатываем движение как можно больше. Отрабатываем вот это вот в статике сидя, стоя. Это как специальная физическая подготовка. И бой с тенью – это когда у вас уже достаточно высокий уровень, когда вы понимаете, что вы обычно делаете в бою, и в упражнении с балдой это воспроизводите. То есть не просто бьетесь с абстрактной балдой, а вообразили себе какого-нибудь противника в голове и с ним сражаетесь. Только тогда это будет по-настоящему полезно. Все, про балду на сегодня все. Всем пока, до новых встреч.